Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, поучительные, интересные, веселые иногда грустные. Ну, в любом случае, я думаю, полезные для многих. Ваши лайки, подписки, благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Кто говорит о вас прямо сейчас, в эту минуточку? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Если вдруг во время сигнификации вы понимаете, похоже на вашу подругу, Таню, да, есть хороший шанс, у вас появляется отправить это видео Тане, вдруг оно будет ей полезно, интересно, да? Итак, для начала обещала сигнификация ваша. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Угу. Интересно. Так. Показана первая карта у меня: покровительство высших сил. Как оберегают вас. Видите, тут сверху как образ какой-то оберегает вас. Хорошая мамочка, заботливая, любящая, нежная, прям очень женственная, добрая. Хорошая карта на самом деле. Но мне тут почему-то рядом карта страхи какие-то. Страхи по поводу того, что, может быть, следующая карта говорит о переходе на новый уровень. Может быть, вы намечтали себе. У каждого свои мечты, да. У кого-то тут карта солнца, и следующая карта — это родовое дерево и счастье. Кто-то мечтает, знаете, о тихом семейном счастье, кто-то мечтает, может, переход на новый уровень, достижения поставленных, уже не знаю, каких-то цели какие-то у вас там, может быть, амбициозные, да, может быть, в карьере, творчестве, уж не знаю, раскрытие потенциала своего. У каждого свое, какие-то свои мечты. Так вот, кто-то себе вот намечтал, вот, что по солнцу раскроются дороги, может быть, будете счастливы в семейной жизни, наладится что-то. У кого-то сложится союз с кем-либо, у кого-то, может быть, помиритесь. У кого-то с детками могли быть, да, какие-то страхи, там, не знаю, обязательно проблемы. Ну, как будто бы надеяться, может, надеетесь, что с детками там все будет прекрасно, там еще что-нибудь. В общем, такое как-то, не буду говорить, что что-то такое сногсшибательное, в каком плане, какие-то заоблачные планы, цели, обычные житейские какие-то планы, у кого-то, в принципе, просто желание улучшить свою жизнь, и желание, чтобы дороги открывались, все реализовывалось, солнце светило ярко. Но тут страхи по поводу того, что вот тут никак не получается вот улучшить это состояние, никак не получается на этот новый уровень перейти, вот как будто бы чего-то не хватает. Вот в принципе все должно быть, по идее. Может быть, на самом деле, девочки, у вас уже есть все. Не может быть, а очень многих есть все для того, чтобы быть счастливыми, правда. Может, просто надо благодарить, да, высшие силы за то, что мы имеем, тоже как вариант. И обернитесь, посмотрите, многие люди живут в 1000 раз худших, ну, кто-то в материальных условиях, у кого-то там и болезни, у кого-то несчастья какие-то, объективные, да. И люди умеют радоваться. Это тоже много зависит от нас самих, насколько мы умеем быть благодарны этому миру, и близким своим, и родным. Ладно, поменьше философии, такой морали, не хочу никому читать, но тут почему-то вот оно в тему, тут как будто бы, девочки, на самом деле у вас есть все для того, чтобы быть счастливыми. Ну, тут у кого-то, ну не кого-то, у всех тут хотелось бы все-таки на новый уровень. У кого-то может быть элементарно там улучшение жилищных условий, там приобрести новую квартиру. Живете в 2-комнатной, хотелось бы 3-комнатную приобрести, там, или, не знаю, дачу еще какую-нибудь на побережье, да, Средиземного. Ладно. Так, что еще тут? У кого-то может быть новая работа, новое хобби, новое, вот то что-то вот как будто бы лучше материальное положение, лучше у кого-то условия проживания, у кого-то счастье и семья,
родовое дерево, у кого-то улучшились взаимоотношения. Опять все вот такое, как будто бы мне подсвечивает, показывает. Почему страхи? Страхи, потому что оно никак не складывается, то, что вы намечтали, да? Карта Луна. Туман, неопределенность, как будто бы очень много неопределенного. Может быть, каких-то факторов, на которые вы повлиять не можете. Как бы вы ни хотели, какие бы вы ни прикладывали усилия, как бы вы не мечтали. Как будто бы есть то, что от вас не зависит, да? То, на что вы не можете повлиять. Уже время показано, как будто длительное время вот сохраняется какая-то неустойчивость. Карта мост. Рух. В чем страхи? В чем страхи? У всех тут по-разному, девочки, опять-таки, не хочу всех под одну гребенку. У кого-то род, семья опять вышло, это родовое дерево, у кого-то по поводу работы, у кого-то высшее я, это реализация, ну, не знаю, собственных каких-то амбициозных этих планов, там, корона на голове, тут опять высшее я, это эго, это, девочки, где-то здоровый этот эгоизм, где-то желание опять раскрыть свой потенциал в полной мере, может быть. У всех по-разному, тут всего касается. Тут и с друзьями у кого-то карта собака. Карта мост это в принципе, вот как проложить дорожку, раскрыть это все, реализовать это все. Желательно все в одной этой корзинке, даже без с друзьями, там, может быть, с подругами. То ли наладилось, то ли элементарно встретиться. Кто-то мечтает, там, допустим, я тоже мечтаю, моя подруга лучшая живет за 3D-вью океанами, морями, тоже хотелось бы ее увидеть. Вот у кого-то вот встреча с друзьями, подругами как-то, у кого-то, опять-таки, повторюсь, свои какие-то планы, реализовать себя, раскрыться, раскрыть свой потенциал. У кого-то вот с близкими, родными, чтобы все было хорошо, и работа. Тут как будто бы все. И вот длительное время, может быть, даже по всем фронтам как-то, не могу сказать, что оно тут прям нехорошо. Нет, не буду говорить, что прям печалька. Нет, ну как будто бы вот хотелось лучшего бы. И это уже длительное время. И, наверное, страхи все-таки связаны с тем, что то почему же оно все не получается, не получается, затягивается, затягивается. Когда же на моей улице перевернется этот замечательный, этот большой, как это, грузовик, да, с пряниками. Хотя пряники это, наверное, вредно, не надо. Зачем нам пряники? Лучше орехи какие-нибудь, их на дольше хватит. Ладно. Ладно, моя уже эта фантазия пошла дальше, хотела сказать, слитки золота, да? Потому что неизвестно, в какой валюте хранить, да, сбережения. Ну, слитки золота нормально, нужно потом пилять по чуть-чуть. Ладно, девочки. Что-то какие-то странные у меня ассоциации. Началось все с пряников. Итак, мои хорошие. Кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь. И не стесняйтесь. Ставьте лайки, товарищи. Не стесняйтесь. Кто эти люди, которые говорят о вас прямо сейчас? И, собственно, что они говорят о вас? Кто? Ой, что-то я так перевернула резко. Ну ладно. Кто и что говорит о вас прямо сейчас, в эту минуточку. Кто говорит о вас и что говорит о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас и что они говорят о вас? Кто говорит и что говорит о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас? И что говорят о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас? Что говорит о вас прямо сейчас? Кто? Так, кто? Кто говорит о вас прямо сейчас? Опять развилка с двух колод вышла. Карма. Так, девочки, доложу на классике.
Так, классика у меня такая, видите, кому интересно, и карты «Иной мир», наша творческая студия Анны Савы. Видите, рубашечка как красивая, прям глаз такой магический. По поводу приобретения карт тоже, да, обращайтесь в личку. Эти карты еще есть вот такие. Полинорман они. Вот такие красивые карты. Очень тоже говорящие. Так, ну и те, на которых я делаю сигнификацию, без которых я уже вообще не могу. Как будто бы в них растворяюсь в этих картах. Тоже очень говорящие. Порывы души называются. Видите, какие карты. Так, вот такие. Кому интересно, потому что девочки вас спрашивают, поэтому я и озвучиваю. Так, моя хорошая. Так, собственно, что я хотела доложить. Кто это? Мужчина, женщина? Кто говорит о вас прямо сейчас? Кто это? Ух, мужчина, прямо сейчас. Прям сразу вышел. Спасибо, дорогой. Король кубков, девочки. Чувственный. Любит украшать себя красивыми вещами. Может быть, там, уж не знаю, предметы искусства. И окружать себя любит красивыми женщинами. Такой типаж мужчины, он любит женщин в основном за то, что они его любят. Вот так вот. Знаете, для него это привычно и нормально видеть какие-то восхищенные взгляды, флиртовать. Вот такой вот мужчина. Может подстраиваться, настраиваться, да, на вот настроение женщины, считывать ее, ключики подбирать, да. Сейчас я что-то заговариваюсь, вот меня это... Он меня смущает, этот мужчина, не знаю. Так, ладно. Так, мужчина другой, я тебя спрячу. В общем, кстати, король может быть не свободен. Ну, не вариант. Ой, не совсем, ну, не факт. Так, смотрим. Этот мужчина. Тут смотрите, как будто бы вот эта ваша карта часто на сигнификацию вашу выходит. Это карта музы, яркая, харизматичная, вдохновляющая, очень, опять-таки, талантливо, энергетически наполнена. Так вот, как будто бы этот мужчина мне так идет. Скорее всего, это как вы от него защищаетесь, закрываетесь от него. Вполне логично, потому что, может быть, взаимоотношения с ним принесли, мягко говоря, разочарование. Тут как свинью подложили. Надеялись на один вариант, на один формат, может, отношений, на одни проявления с его стороны. Тут как будто бы какие-то совершенно другое все получили по факту. Это он от вас закрывается. Кстати, может быть, семейный. Это вы от него закрываетесь? Не знаю, ясно, солнышко. Это что значит не закрываетесь? Не закрываетесь, на самом деле. Я спросила, ну так как солнышко, знаете, светит, это наоборот открытие дорог, раскрытие. Я спросила, так что, не закрываетесь? Тут карта отторжения. То есть вы, в принципе, светите всем, но ему не греете. То есть где-то он вас видит, вот как ребенок тут жизнерадостный, наполненный этой энергией, где-то, может быть, эту энергию не даете ему. Вот эту энергию вы перекрываете ему. Я же говорю, светите, но не греете. Кому-то светит, но не ему. Такое у меня ощущение. Потому что отторжение на самом деле это вы закрываете от него. Он, кстати, тоже может какую-то дистанцию держать. Может быть, не свободен у кого-то. Карта семья. Так, какая-то тут история такая получается, как вот это вот, знаете, форс-мажор, свинью кто-то кому-то подложил. У мужчины происходит сейчас в жизни какое-то, видите, как болезненное лечение. Тут какая-то женщина, тут старушечка, да как держит эту куклу Вуду, да, утрированная, она какие-то ему тут этими шприцами, как укольчики какие-то ставят. То есть это, конечно, можно считать как какие-то манипуляции, желание этого человека изменить
свое поведение, то есть мужчину заставляют поменять поведение какими-то методами такими, тут, можно сказать, даже не особо гуманными, да. Но эта карта называется лечение. Вот как хотите, так и воспринимайте. То есть эта женщина где-то его волю пытается сломить, не сломить, где-то его перепрограммировать, где-то даже болезненно ему подсвечивать, показывать: дорогой, так нельзя, как ты себя ведешь. Вот почему-то мне так это показывают. То есть и эта женщина, уже не знаю, женщина или это, знаете, как образ, может быть, как это сказать, коллективный образ женщин, может, всех каких-то в этой старушечке сошелся. Может быть, это женщины не раз ему пытались вот такие вот укольчики ставить, не раз его пытались наставить то ли на путь истины, то ли как-то его заставить по-другому себя вести. Так вот, как будто бы вот это его склоняют к чему-то незнакомому, то есть к новым каким-то, к новой модели поведения, может, видение взаимоотношений между мужчиной и женщиной, вот как будто бы его подталкивают очень болезненными какими-то методами для него во что-то новое, незнакомое. Для него он так еще, для него это незнакомое, он так, может быть, не проявлялся, он каких-то таких эмоций не испытывал. Я не говорю, что хороших или влюбленность, нет. Но вообще-то как будто бы для него вот какие-то эмоции, они для него впервые, вновь, как будто что-то неизведанное. И при этом характеристика на него странная чуть-чуть, я вам хочу сказать, на этого мужчину, да. Там, понятно, чувственный такой, я повторюсь, еще может и серенаду там спеть, и хотел сказать, ламбаду станцевать. Ладно, не факт, что ламбаду, но что-нибудь там может и стишок продекламировать. Но тут еще показана его какая-то, знаете, какая-то не то, что там детскость, тут даже инфантильность какая-то его показана, этого человека. В чем это проявляется? В том, что у него было тут раз, два карта, два раза карта развилка. То есть два раза у него был шанс, как будто бы выбор. Мог выбирать из двух женщин, мог выбирать из двух, какие-то такие, может быть, ситуации были, где нужно было ему то ли принять решение, то ли, правда, как будто бы что-то можно было и нужно ему было изменить. Тут он раз вот по этой развилке, он мог выбрать картомеханизм, уже как налаженную какую-то жизнь свою, установившийся там быт, уж не знаю, там, что у него там, не знаю, все, если у него стабильно, вот он мог выбрать это. А потом у него карта отчаяния, он как будто мог выбрать это, но потом разочаровался. Тут девушка плачет, и на карте написано отчаяние. Отчаяние за какой-то не особо, может быть, правильный выбор, или на тот момент ему казалось это правильно, а потом он разочаровался в этом же своем выборе. Это каким-то образом касается его дома. То есть там, где он находился, да, в этом доме, хоть он тут, может быть, и материально все у него хорошо, тут и по карте механизм, скорее всего, все, повторюсь, еще все налажено. И карта дом, тут такой, знаете, уютный какой-то дом, то есть, может, дом полная чаша в материальном плане, но его состояние психическое, тут видите, человек расстроен, плачет. Так вот, потом ему как будто бы опять судьба опять ему предложила, ему шанс был что-то исправить, может быть. Опять эта карта развилка, ему опять это давали этот шанс. Но мне так кажется, что он опять его не взял, не воспользовался в полной мере. Тут ему говорят, карта карма. То есть он еще раз себе добавил, как будто бы в эту карму, это не плюсик, да, а тут минус получается. Карма тут такая своеобразная, смотрите, мужчина несет этот огромный какой-то булыжник, тут булыжник своеобразный, он как луна, да, луна это же туман неопределенности, это где-то какое-то состояние такое, когда ты не знаешь, как правильно поступить, будто бы, как ежик в тумане блуждаешь. Отчасти тут какой-то замкнутый круг. С одной стороны, ты не знаешь, ты в таком состоянии, ты не понимаешь, как тебе поступить правильно в данный момент. Но с другой стороны, замкнутый круг. Почему? Потому что ты ничего не предпринимаешь, ты ничего не делаешь, и ты еще больше погружаешься в это состояние.
неопределенности, тумана какой-то, где-то безнадеги какой-то. Ну, тут вот как-то так. Вот это такой мне мужчина пришел. Вот этот товарищ сейчас говорит о вас. Подпишись на канал и поставь лайк. Так. Ну, мы уже посмотрели, и он от вас может закрываться. Тут щит такой прям, и вы от него можете. Вы от него точно такой, как закрываетесь. Так, давайте. Что именно этот товарищ говорит о вас? На прямых. Не знаю, насколько это любовная история. Тут даже, знаете, тут намного глубже. Там было про карму, да? Тут, скорее всего, у мужчины уже идет мыслительный какой-то процесс, и он это уже не один раз, может быть, с кем-то, может быть, даже обсуждал. Так, говорит он о вас, что не зря вас судьба вместе свела, может быть, на какое-то время. По карте компас это, скорее всего, может быть, как будто бы притянулись, да, как будто бы его к вам притянуло. Он говорит о ваших, тут моральные качества, карта мораль, раскрытые ладони. Где-то он видит вас человеком очень чистым, светлым, открытым. Это не тут характеристики вас там как женщины, как человека. Просто говорит о том, что ваши какие-то, повторюсь, моральные качества. Причем он говорит о том, что вы, может быть, пытаетесь, то ли вы, знаете, обладая такими качествами, может быть, проецируете вот это видение, как будто бы вот вы в себе эти качества заключаете. Это вы же проецируете все на окружающий мир. Может быть, поэтому он говорит, она пыталась тут кто-то из вас и отношения строить, карта мостик, может быть, карьеру кто-то строил. Но тут, может быть, в принципе, выстраивать отношения с людьми вот из позиции вот так вот, я же говорю, чистой ладони. И тут у меня дальше карта пустыня. Почему-то тут карта дом еще, в общем, сейчас расскажу дальше. Как будто бы он говорит, то, как она вот налаживает там контакт с кем-то, да, выстраивает вот коммуникации, там вот, может, бизнес тот же, может, отношения тут. Как будто бы для вас это чревато, уже по факту уже это случилось. Для вас это как карта пустыня, выжженная земля. Вы как будто бы очень много вкладываете. Тут, по-моему, вот как будто бы история женщины, которая старается изо всех сил. Ну и, по-моему, это нормально. Просто нужно партнеров, наверное, каких-то выбирать, которые будут, скажем так, или адекватно вам отвечать взаимностью, да. Но тут может быть желание женщины где-то быть не то, что там удобно, вряд ли вы хотели бы быть удобной. Тут любимой, любить, как будто бы, ну, слишком, может быть, женщина старалась там для кого-то быть желанной, той самой, единственной. Тут карта дом, и тут, почему я так говорю, потому что тут, смотрите, карта дом, тут волк-волчица, и тут такое какое-то уютное у них эта норочка, да, и тут, как, я не знаю, как домик такой. И дальше карта, говорящая о том, что женщина сама тут проявляется к мужчине. Тут парочка, да, сидит такой мужчина, офигевший чуть-чуть, и смотрит, как женщина к нему тут, ну, это эротическая колода, она как будто бы к нему, ну, скажем так, флиртует, это мягко говоря, в общем, проявляется к нему, а он сидит такой подофигевший. Смысл вот этого всего. Он говорит о вас, что на самом деле вы замечательный, светлый, там, добрый какой-то человек, очень хороший. Но при этом, при всем, как будто бы, может, вы бежали, как будто бы, то ли впереди паровоза, то ли вы слишком хотели. Чего вы хотели? Вы хотели дом, уют, забота. Вы готовы были это все дать, предоставить.
При этом ваше видение может быть взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Скорее, тут оно какое-то идеалистическое, как будто бы где-то чуть ли не как по-детски какое-то такое ранимое. Как будто бы даже чуть-чуть, девочки, не от этого мира. Вот как будто бы не совсем вы... Может, у кого-то тут и был опыт уже, понятно, общения с мужчинами, у кого-то и брак был, у кого-то семья. Но какой-то он тут больше говорит, что может быть как где-то оторванность от мира, от реалий мира. Может, какой-то романтизм, может какое-то тут увлечение, не знаю, эзотерикой, может, какое-то как видение мира чуть-чуть как искаженное в его понятии. Я не вижу этого, я вижу, ну, я такая же, как и вы тут. А чего вы хотели? В принципе, карта это вот этого дом, так и написано, дом, уют, семья тут. И волк-волчица. Это же, если вы знаете, волк-волчица, это же пару создают они. Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, по крайней мере, волк там очень верный он. Если умирает волчица, то он, по-моему, больше семью не создают, пару не создает. Ну, волчица, по-моему, да. Волчица, по-моему, через время может найти. Но неважно. Тут подтекст все равно такой. Я в этом вижу верность. Как будто ваше вот видение того, что хочу создать вот такую семью, хочу уют, хочу с этим мужчиной. Но как будто бы это все не принесло желаемого. Ваши какие-то намерения, они не оправдались, они не реализовались. Вы только себя вот по этой карте пустыня где-то как выжгли. Ой. Будто бы он понимает, что хотели всего самого наилучшего. Но где-то тут и вы, может быть, проявлялись к нему сами. Потом, может быть, какой-то был период такой, вы знаете, как будто какая-то нерешительность. Вот карта нерешительность, это карта дуванчик. Может быть, у вас даже был с ним какой-то такой период, когда вы до конца не понимали, знаете, мотивов его. Мне вот по этим картам, как будто бы он разговаривает с кем-то и говорит, да, ну, она всем хороша, да, она старалась, она очень хороший человек, она тут планы какие-то строила, тут как будто бы, но потом будто бы то ли ситуация как-то куда-то не в то русло она пошла, непонятно как-то, тут как будто бы дальше он почему-то говорит, что вы могли длительное время как будто бы ожидать, может, от него каких-то проявлений. По крайней мере, старались, может быть, с одной стороны, вы могли проявляться, потом как будто бы вы могли давать ему шансы на то, чтобы он сам даже как-то проявился. Тут такое вот, для того, чтобы... Карта дуванчик это как легкости, вы хотели, может быть, добавить в отношения. И так старались. Но мне по этим картам дальше идет как будто карта ненависть. Он может говорить о том, что ну, любой женщине, даже вот и вот такой с идеальными какими-то моральными качествами, какими-то обладающей, любую можно довести. Тут как будто бы предел терпения любой женщины есть. Карта ненависть, не знаю. Ненависть, карта змея, тут дальше развал, зеркало. Мне так идет, что информация, как будто бы он говорит, что эта женщина может быть от любви до ненависти, вот как будто бы она меня возненавидела. Я понимаю, это как карта так читается. Не хотелось бы мне так сказать читать. Я не хочу, чтобы хотелось бы, чтобы никто не спутывал таких эмоций, чувств. Тем более вы мне сейчас напишите, да не ненавижу его, там слишком много ему чести, там еще что-нибудь. Девочки, я читаю карты. Ну, надеюсь, что вы таким не балуетесь, да, не испытываете этих эмоций. Опять-таки, тут даже такой подтекст может идти дальше. Карта змея, развал. И мне почему-то считывается, что это где-то он думает, что в его жизни сейчас происходят какие-то, вот по этой карте развал, это магическая. Тем более карта змея, еще и ненависть, девочки. Но 100% он может говорить о том, что вы обладаете какими-то, может быть, там, способностями, или он так считывает, что женское, знаете, когда женское какое-то пожелание такое всего хорошего, он говорит, в моей жизни сейчас происходит развал. Видите, с одной стороны красивое мужское лицо, с другой стороны все как трескается, облупливается, как штукатурка, да, как будто бы все сыпется. Но он говорит, в моей жизни сейчас, я думаю, говорит, что вы тоже там, может, послали ему какие-то добрые слова в спину, да. При этом
говорит о вас, кстати, карта зеркала. Это что очень часто эта карта так считывается, как будто бы мы очень похожи. Я вижу в ней какие-то, может быть, качества, может быть, проявления, которые, допустим, ему схожи с его проявлениями. То есть, может, он видит мир тоже как-то подмечает, может, так как-то общается с людьми, или какие-то, может быть, высказывания вот ваши. Он как будто как вглядывается в вас, как в себя. Тут можно сказать, как вторая половина, вот такое, как по этой карте зеркала. У кого-то проиграется еще, он может говорить кому-то, понятно, что сейчас вы отзеркаливаете его, как раньше он там в отношении вас себя вел, там мог там, ему может манипулировать, там, где-то отмораживаться, да, простым языком, где-то дистанцию эту держать, может какие-то манипуляции ближе, дальше, да, как будто бы, опять-таки, как холодом вас обдавать где-то. Вот ему кажется, что, может быть, сейчас вы тоже занимаетесь тем же самым. То есть возвращаете ему, отзеркаливаете его. Вот об этом говорит этот товарищ сейчас. Кому-то он рассказывает это все. Так, давайте еще пару карт вытащу. То есть, другими словами, я смотрю, что ты кому-то рассказываешь о том, что женщина старалась быть для тебя самой-самой лучшей и готова была на многое, и на семью с тобой создавать. И тут уже, как я же говорю, вот эта вот карта, это пустыня, как выжженная земля. Это как будто бы женщина была плодородная и готова была и то, и то, и то. Бери. Может, он и брал, и пользовался, да, просто как уже чувство, эмоции — это вода, да, а тут пустыня, как будто бы женщину уже выпили до дна, будто бы она уже все свои эмоции, которые могла, она отдала ему, этому мужчине. Может быть, брал, пользовался, может быть, с удовольствием потреблял, да. Но по факту тут и так женщина, и так как-то, как будто бы. Я правильно понимаю, что ты как будто бы отдаешь отчет в том, что ты где-то вел себя, мягко говоря, где-то хитрил, да, в отношении этой женщины, где-то был нечестен или просто нерешителен. О чем это? Опасность. Это ты опасность испытываешь? Это ты как будто бы угрозу какую-то ощущал от женщины? Нет. Кажется, смирение, опасность. Сейчас я доложу. Так а в чем это для тебя опасность была? О, Господи. Это для женщины опасность. Знаете, тут для вас опасность именно в чем? Тут, смотрите, женщина проявляется к мужчине. И тут карта инициатива. И так, и блондинка, и брюнет. Как будто бы для вас опасность всей этой ситуации в том, что, девочки, где-то вы слишком, может быть, хотели союза с этим мужчиной, где-то слишком старались, где-то он это так считал, что вам это нужно больше, чем ему. Где-то он увидел в вас эту заинтересованность, может быть, какую-то детскость, наивность, где-то вот это вот ваше желание, может быть, стать для него той единственной, да, вот как-то так. Почему-то он для себя считал, вот, что для него это опасно. Где-то, не знаю, кто-то, может быть, кто-то не свободен мог быть, кто-то боялся вот союза, брака, уж не знаю, какую-то вот эту опасность, карта сущность. И с вашей стороны карта смирения, девочки, ложится. Это тоже, знаете, это когда вы могли давать шансы ему раз, два, три, когда не нужно было давать. Тогда, как, допустим, как-то он себя повел так не очень красиво. По идее, нужно было развернуться, да, или показать ему, что не так я в тебе и заинтересована, знаешь, для того, чтобы терпеть вот эти твои какие-то там, не знаю, что твое поведение какое-то неадекватное, какое-то обесценивающее, да, и какие-то поступки, которые вас, мягко говоря, огорчали. Такое мне ощущение, как будто бы любому другому мужчине вы бы там, я не знаю, взяли бы там коромыслом по голове дали. Или как минимум сказали: дорогой, а не пошел бы ты в эротические дали. А ему могли прощать. Как будто бы
ему на его какие-то поступки могли закрывать глаза, ему могли давать шансы. Вот тут вот какое-то ваше смирение, вот тут вот просто в этом какая-то кроется, я уже не знаю. Ой, что это там кроется? Ну, ключ, да, к разгадке вот этой какой-то ситуации. С одной стороны, инициативу проявляли, с другой стороны, смирение с его каким-то, может, не очень хорошим, не очень красивым поведением. Так, я не поняла, а что для тебя это опасность какая-то? Ты, вот смотрите, карта мне выскочила. Опасность, карта освобождения. Улететь куда-то. Ну, боялся, наверное. Я не знаю, не готов, наверное, был для серьезных отношений каких-то. Или вкладываться, или на долгосрочные какие-то. Карта букет у меня вот выпадает. Это, знаете, букет это очень яркий, красивый роман. Может, влюбленность. Может, страсть, секс, это все сюда, но тут, скорее всего, вот это, знаете, очень яркие такие получить эмоции, но букет это срезанные цветы, да, они долго не стоят. То есть человек рассчитывал на какой-то, может, краткосрочный вариант, очень красочный, может, романтичный, может быть, такой сногсшибательно, все феерично, но карта дальше черная кошка, вполне возможно, знаете, скелетики в шкафу свои какие-то там, может, аэродромы запасные, все в этом роде. Как будто бы не совсем готов человек был, не совсем он готов был. Опять букет. Вот к такому готов. То же самое. Так, еще что-нибудь скажешь? Страстный. Так, девочки, ну что он говорит? Страсть была. Потом страсть закончилась, когда до него дошло, может быть, тяжелая ноша. Я не готов. Я думал, это удача, а тут, оказывается, нужно еще нести какую-то тяжелую ношу. Может, он и несет какую-то ответственность за кого-то, за что-то. Карта радуга. Все могло бы быть вот так вот радужно и классно. И там, допустим, все потребности вы могли бы закрыть. Но тут карта дальше марионетки, манипуляции. Ну, тут кто-то дергает женщину за ниточки. Как будто, наверное, опять повторюсь. Все могло бы, может быть, и сложиться. Но тут изначально как манипуляции были. Мужчина пытался манипулировать. Ой, так. Что еще спросить, мои хорошие? Все. Ну, основное, скажи мне, что ты говоришь, вот ты с кем-то же разговариваешь сейчас о женщине, что ты главное сейчас, о чем ты говоришь сейчас этой женщине, которая смотрит расклад, что главное? Ну вот, смотрите. Что он говорит? Он говорит, это больная любовь, карта зелья, это в этом кубке, да, отравленная любовь. Может быть, как зависимость, любовь, страсть, зависимость, любовь, которая где-то токсичная, где-то его разъедает, любовь, которая, ну, туман, да, развеивается, ты понимаешь, любовь такая какая-то, знаете, с привкусом яда, да, скажем так. Разбитое сердце. Любовь, которая принесла мне, ему разбитое сердце. Вам, соответственно, тоже. О чем он тут еще говорит? Ну, скорее всего, о вас он говорит, что я в отношении нее бездействовал. Может быть, не готов был, карта расходы. У кого-то в прямом смысле не готов был вкладываться и материально простраивать отношения. У кого-то элементарно не готов был заботиться о вас. Там. Опять-таки эти отношения долгосрочную как-то развивать. Опять-таки говорит о том, что сердце разбито. Может быть, у него, у вас. И в связи с тем, что карта развилка, у него был выбор. Он этот выбор не сделал. Карта карма. Как будто бы каждый получает сейчас то, что получает, то, что заслужил, в том числе и он. Да. Где-то выбор он не сделал, все, теперь придет. Как будто бы, каждый остался при своем, у каждого свой урок. Как-то так, девочки.
Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!